Друзья, всем привет! Вы на канале Cobra Game. Меня спалили с читами. Явно недовольство моей игрой выражал чувак под ником Вампир Грозный. Как-то по-другому я его себе представить не могу. Как тундра и поломочки. Мусор. Воу. Могу скинуть реплей, давай почту. Он отказался и начал мне угрожать баном, мол, свой реплей будешь ЦПП смотреть. Ладно, думаю, спорить бесполезно. Там явно неадекватный чувак или ребенок. А может и то вместе. Кому интересно, ставьте на паузу, чтобы прочитать. Его твердолобость мне изрядно надоела. И я сделал то, что надо было сделать с самого начала. Послал его п***й. Дружище, поставь лайк и подпишись на канал, если еще не сделал этого. Я старался. Весь монтаж ролика занял приличное количество времени. Поддержи мой труд. А чтобы не пропускать мои ролики и стримы, нажми на колокольчик. Спасибо. А теперь к бою. Малиновка. Стандартный набор техники. Я на ВЗ-55 еду на гору с остальными тяжами. Что же тут интересного, спросишь ты? Смотри внимательно ролик полностью. Я постарался максимально визуализировать происходящее в бою, рассматривая это с разных ракурсов, чтобы ты, мой друг, смог получить полную картину происходящего. Ну и, конечно, обошлось без юмора. А вот и наши главные антагонисты. Едут на одну из самых стандартных позиций на этой карте, которую не простреливает разве что слепой. Обращаю внимание на поваленные деревья в их позиции, а также на то, что они не настроены покидать это злачное место. Смотрим на миникарту. Ну и толпа поехала на гору. Явно будет тесно. А по воде прорыв. База под угрозой. Возвращаемся, нужно занять позицию. Первым после ЛТ лопается гриль. Я решаю не тратить время зря и дать блайнд в кусты, где светился вражеский взвод, надеясь на авось. В отдельном окне представлена траектория полета снарядов и результат этих выстрелов для наглядности. В целом, в бою я делал множество выстрелов по кустам, потому будет на что посмотреть. Уж это я обещаю. Следующим уходит Кобра. Ай-яй, командир, чего ждешь? Рано, товарищ мехвод. На гору ехать смысла нет, с базой непонятки. Потому используем стиль школы змеи. Ну, типа замираем и ждем. Периодически плюемся ядом. Ты уже забыл об этих кустах? Ошибка. Не стреляешь по этим кустам. Фатальная ошибка. Первое попадание блайндом. Второй выстрел мимо. Читы? Давай посмотрим. Следи за временем выстрелом в правом верхнем углу. Не зря я обращал ваше внимание на кусты в начале боя. Они все так же повалены, нового ничего не падает, не ломается. Что же это за читы такие? Ответ получишь позже. Смотри до конца. Наши взяли гору, но все равно продолжают получать урон. Откуда? Очевидно же. Врубаем читы и... Два из двух. Вот это прикол. Nice. Я, честно признаюсь, ржал, когда увидел это первый раз и представил себе лицо того бедолаги, что впитал мои снаряды. Тут я увидел маркер арты. Подумал, может быть, он видел, как туда залетали снаряды? Все-таки зеленая статка у артиллериста. Может, стоит попробовать? Стреляю по разным кустам, чтобы увеличить вероятность попадания. Решаю пощупать кусты, где могут стоять ПТ. А почему нет? Слюнявим палец, определяем направление ветра, задержали дыхание и... Выстрел! Что думаешь, попал? Век живи, век учись. Оказывается, снаряды в игре долетают максимум до 720 метров, а после распадаются на атомные частицы, чтобы потом собраться вместе и превратиться в артиллериста. Вот это поворот! Ставь лайк, если не знал. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял.
Конь умирает от бабахи. Смотрим, где умер Буцефал. Ага, понятно. Наводим указку в самое стандартное место, врубаем читы и... Что было дальше? Ставь на паузу и пиши свою версию в комментариях. Это вам не это. Охренеть, не так ли? Но все не так радужно. Не спеши писать «автор-читер». Просто смотри. 2 выстрела в молоко. Затем 2 барабана в призрачную ЛТ. Все еще думаю, что я читер. Застойный момент боя. A few moments later. Первый не выдерживает облегченная 54-ка. Умирает по уши в какашках. На что он надеялся? О, а вот и бабаха. Целая почему-то. В кого тогда залетела? Не выдерживают нервы и у 704-го. Сводимся. Куда снаряд попал? Эх, забрал нашего артиллериста и сравнял счет. Бабаха подкрадывается. Не видно. А 704-му мало, ты погляди. Вероломно летит на нашу СТ. Снова не пробитие. И есть гусля. В ангар. Огляделись. Отсветились. Пора ехать. Ты глянь-ка, кто приполз. Где ты прятался весь бой, крох? Полумертвый ЛТ здесь зачем-то крутится. Хотя мог бы пригодиться на другой части карты. Беру след на бабаху. Готовлю его любимые снаряды. Думаю, он оценит. Отсветился? Врешь, не уйдешь. Какова красота! Посмотрим еще разок под приятную музыку. Yeah, boy. Понравилось? Ставь лайк. Едем раздевать Микки. Далеко он точно не мог уползти. Нашелся. Тут как тут арта. Уворачиваемся от снарядов вражин, как Нео в Матрице. И едем добивать. Статисты не дремлют. ЛТ отправляется в ангар. В следующий момент я думал вырезать, чтобы приукрасить ролик. Но не хочу быть псевдой. Показываю все как есть. Печально. Но такое бывает. Пора двигаться дальше. Время поджимает. Этот момент на монтаже я пересмотрел раз 10. Ржал как конь. А вот и первый статист. Что с ним? Покусанный какой-то? Иди отдыхай. Недалеко и второй. Тоже побитый. Лови аптечку.
полторы минуты боя. Надо найти ЛТ и 2 коричневых засранца. Мчим на всех парах. Ничья нам не нужна. Вот и ЛТ. Умнее позиции не нашел. Где же арта? Готово. Обращаем внимание на конечный урон в бою. 3320 урона. Опа. Откуда еще 2К? Епись. 3 выстрела, 1500 урона. Так вот по кому я попал в лесу. Попался кабанчик. И ОСТБ 1000 сбрили. Будет знать, как стоять в нубокустах. Вот тебе и статисты. А потом ноют. Читеры, читеры. Тьфу. Подпишись и приходи на стримы. Пока.